Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетем очень оригинальный браслет. А оригинальность его заключается не только во внешнем виде, но и в технике плетения. Техника плетения этого браслета напоминает ткание на ткацком станке. Если вы ходили на какие-нибудь экскурсии в старинные музеи или, возможно, у бабушек видели ткацкие станки, то, я думаю, примерно представляете технологию ткачества. И этот браслет как раз будет, по сути, именно такой технологией. Ну что ж, наверное, я вас заинтриговал. Давайте приступим. Первое, что нам нужно сделать, это подготовить вот такие ниточки основы для нашего браслета. Их вы можете плести из любого цвета, они все равно видны не будут, а будут внутри браслета. Например, эти ниточки можно сделать из резинок белого, прозрачного цвета или любого другого. Я выбрал розовый. А на этих ниточках-основах у нас будут держаться уже те резинки, которые мы с вами выбрали для плетения браслета. Я буду для плетения использовать резинки белого, черного и красного цвета, чередуя их. Ну а сейчас давайте сделаем вот такую ниточку. Посмотрим, как она создается. Возьмем одну резинку и накрутим ее на крючке 2 оборота. Далее возьмем еще одну резинку, накинем на крючок и скинем на эту резинку 2 оборота, которые мы с вами только что сделали. Вторую часть резиночки возвращаем на крючок. И из этой резинки мы делаем петельку, проводя одну часть резинки внутрь другой части ее же самой. И затягиваем. Получилась у нас одна длинненькая резинка, а здесь 2 оборота другой. Далее берем еще одну резинку, накидываем на крючок и уже из этой резинки тоже делаем петельку, проводя один ее конец внутри ее же самой. Уже 2 резинки длинненьких, а нам нужно всего 4 сделать. Накидываем, проводим внутри, делаем петельку и затягиваем. 3. Далее 4. Проводим внутри, накидываем и делаем петельку. Вот такая ниточка на данный момент у нас есть. На конце этой ниточки нам нужно сделать 2 оборота, как и в начале мы с вами делали. Давайте посмотрим, как это делается. Берем одну резинку, накручиваем ее на крючке 2 оборота, накидываем на крючок конец вот этой, буду я ее называть ниточкой, но на самом деле это несколько резинок, скрепленных петельками. Так, накинули 2 оборотика. Теперь вот в этот конец резинки мы с вами продеваем другой конец ниточки, чтобы у нас получилась тоже петля. И эта петля у нас затянет те 2 оборота, которые мы с вами только что сделали. Так, проводим. Придерживаем вот эту резинку. 2 оборота. И затягиваем. Вот у нас получилось здесь 2 оборотика, далее идут 4 резиночки и на другом конце тоже 2 оборотика. Таких заготовок вам нужно сделать 4 штучки. Поставьте это видео на паузу и такие заготовочки сделайте. Ну а я уже продолжу урок. Надеюсь, вы поставили на паузу, сделали 4 таких заготовки и сейчас мы непосредственно к плетению приступаем. Как я уже говорил выше, я буду чередовать белый, красный, черный. Белый, красный, черный. Или красный, белый, черный. Например, красный, белый, черный. Неважно. Накидываем, смотрите, берем одну резинку, подготавливаем наш станок. И нас сейчас будут интересовать только 4 столбика ближнего к нам ряда. 2 других ряда можете снять, если они вам мешают. Если не мешают, можете не снимать. И обращаем внимание на то, как мы одну резиночку будем накидывать. Ее нужно накинуть на все 4 столбика, но каждый раз перекручивая 8. Накинули, перекрутили 8, накинули на следующий, 2 столбик, перекрутили еще раз, накинули на следующий столбик и еще раз перекрутили, накинули на 4 столбик. Опускаем эту резинку максимально вниз. Теперь возьму белую резинку и накидываю ее точно так же. Накинул, перекрутил, еще раз перекрутил и еще раз перекрутил. Белая резиночка опускаем вниз. Далее черная, точно так же. 1, 2, 3,
4. Опускаем. Следующее. Так, красная, белая, черная. Значит, сейчас у нас опять красная идет. Вы можете чередовать цвета любые, какие сами захотите, но я выбрал такие. Красная. Далее белая. Раз, два, три, 4. И черная. Всего у нас получилось накинуто 6 резинок. Так, теперь берем наши заготовочки. Немножко станок в сторону откладываем. И накидываем на крючок по 2 оборотика, которые находятся в самом начале. На одной ниточке берем следующую ниточку, накидываем ее 2 оборотика, еще одну ниточку, ее 2 оборотика, и, наконец, четвертую ниточку, тоже 2 оборотика накидываем. Дальше берем одну резинку розового цвета, накидываем на крючок и на нее снимаем все оборотики, которые у нас сейчас на крючке есть. Вторую часть этой резинки возвращаем на крючок. И вот эту резинку нам нужно закрепить застежкой, чтобы заготовочки у нас не слетели и чтобы эта резинка не распустилась. Итак, на данный момент у нас здесь закреплено все и идут в разные стороны 4 ниточки основы. Смотрите, что сейчас с ними нам нужно сделать. Берем одну ниточку и вот эти 2 оборотика накидываем на первый столбик. Далее посмотрим, какая следующая у нас ниточка. Вот это. Ее 2 оборотика я тоже накидываю уже на следующий столбик. Следующая ниточка, это 3. Накидываем ее на 3 столбик. И, наконец, последняя 4, накидываем ее на 4 столбик. Опускаем тоже чуть-чуть пониже и берем крючок. Натягиваем первую резиночку, вот эти 2 оборотика розовой резинки, для того, чтобы нам сейчас снять на эту первую ниточку все резинки, которые у нас находятся на первом столбике. И я делаю это так. Завожу крючок внутрь, захватываю все резинки, которые здесь находятся, и снимаю на столбик. Ну, со столбика снимаю на ниточку. Далее на втором столбике точно так же делаем. Захватываю все резинки, натягиваю вот эту ниточку вспомогательную и скидываю сюда. Все резинки, которые на столбике у нас находились, здесь натягиваю, скидываю сюда. И, наконец, на последнем столбике тоже натягиваю розовые, захватываю все резиночки цветные и скидываю вот сюда. Дальше нам вот эти резинки, которые у нас сейчас находятся в самом начале этих розовых резинок, нам нужно протянуть до самого конца, до упора. И делаем это так. Берем и вот просто потихонечку, постепенно их вниз опускаем, желательно не нарушая последовательность, то есть чтобы последовательность была та, которую мы задумали, и та, в которой мы накидывали резинки друг за другом. Потихонечку все опускаем, опускаем. Можно не сразу все захватывать, а, допустим, сначала одну опустить, затем другую. Можно одной рукой вот здесь придерживать, допустим, а другими снимать. Вниз все опускаем. И такая сложность у нас возникает обычно только на первом этапе, а все последующие резинки уже гораздо проще слезают со станка. Так, здесь выравниваем, чтобы все ровно было. И, в общем-то, пока все. Вот так резинки у нас накинуты. Дальше снимаем со столбиков все резиночки. И накидываем вновь 6 резинок в определенной последовательности. Я накидываю красная, белая, черная. Красная, белая, черная, красная. Каждый раз перекручиваю 8. Белая, черная. 6 резинок накинуто. Теперь возвращаемся к нашей заготовке. Берем первую резинку-ниточку, накидываем ее на первый столбик. Берем вторую
Накидываем на следующий столбик. Берем третью, она, конечно, идет у нас на третий столбик. И последняя, четвертая, на четвертый столбик. И точно так же, как мы с вами делали ранее, снимаем с каждого столбика все резинки на вот эти ниточки, которые у нас с вами получились. Так, и с последнего. Все захватываю и скидываю. Вот они у меня в самом начале накинуты. И опять их тоже стягиваю к тем резинкам, которые мы с вами чуть ранее стянули ближе к самому началу нашего браслета. И посмотрите, что у нас уже на данном этапе имеется. А имеется у нас уже последовательность из цветов и такая текстурка браслета вырисовывается. Таким образом, наберите по всей длине вот этих ниточек резинки, тем же способом, который мы с вами сейчас рассмотрели, и я сделаю то же самое за кадром. Итак, наш браслет уже практически готов. Я заполнил цветными резинками всю длину розовых вспомогательных резиночек, и на данном этапе у меня браслет имеет вот такой вид с одной стороны и с другой стороны. Отличные цвета, отличный внешний вид. И сейчас мы с вами посмотрим, как этот браслет следует завершить. Но сначала я сейчас последний ряд сниму. Раз. Последний разочек накидывал резинки, и вот последний раз снимаю их на розовые. Хотя, может быть, еще разочек нам можно было бы снять, чтобы более плотно получилось. Но, я думаю, мне хватит. Скидываем все эти резинки. Так, скидываем поближе к остальным. И дальше я завожу крючком и захватываю все резинки последовательно с каждого столбика. С одного столбика снял на крючок, с другого столбика снял на крючок, с третьего столбика снял и с еще одного столбика снял. Можно было бы еще один рядок, я думаю, хуже бы не было. Далее берем одну розовую резинку и на нее протягиваем все петельки, которые у нас сейчас на крючке имеются. Вторую часть возвращаем на крючок. Для того, чтобы было удобнее накинуть застежку, я накину вот эту резинку на два соседних столбика. Возвращаемся к обратной части этого браслета и застежечку накидываем на вот эти две резинки. Снимаем со столбика. Можно немножко резинки распределить, чтобы они более равномерно были накинуты на этом браслете. И, в общем-то, все. Наш браслет готов. Очень простой, легкий по плетению, но внешне получается очень здорово и очень оригинально. Я надеюсь, что этот урок вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. И до новых встреч! Пока!